И так до конца матча. Ты засранец. Вы в порядке? Да. Хорошо. Болит нос, Холл? Приветствую всех! В сегодняшнем ролике о монстре армрестлинга Ричарде Лупкасе. Ричард на протяжении десятков лет борол сотни армрестлеров по всему миру, США и Европы. И даже спустя столько лет, сегодня, в 2019 году, Ричард остается в полной боевой форме, в возрасте 63 лет и весом порядка 150 килограмм. И эта огромная скала ростом 190 сантиметров поистине внушительно, снося десятки чемпионов с армстола на всех турнирах мира. По словам Ричарда, все начиналось так. В возрасте 22 лет Ричард выиграл первое место на чемпионате по армрестлингу WPAA. Спустя 8 лет Ричард выигрывает третье место на чемпионате Over the Top, тот самый крупнейший чемпионат в США по армрестлингу, но свой первый титул завоевал спустя 2 года. То есть, как вы заметили, Ричард Лупкас занялся этим видом спорта довольно серьезно, и успехи не заставили себя долго ждать. Ричард, подписав контракт с WCW, желал стать профессиональным рукоборцем, но все пошло не так, и передумав, решил не продолжать, разорвав контракт, так как эта компания требовала, чтобы Ричи переехал из США в Японию, что означало бы быть вдали от своей семьи и родственников. Не отчаявшись, продолжая бороться на различных чемпионатах и турнирах до начала 90-х годов, в 1991 году Ричард Лупкас ушел из армрестлинга из-за полученных травм, а спустя 16 лет, в 2007 году, Лупкас вернулся к армрестлингу и сразу выиграл дивизион грейсмейстеров в тяжелом весе, заняв третье место на открытом чемпионате Объединенного национального армрестлинга в Канзас-Сити, штат Миссури, США. 16-летний отдых и восстановление от травм дали свои плоды. Этому подтверждение, что спустя год после чемпионата в Канзас-Сити Ричард также успешно участвует на арм-турнире 2008 года, победив там немалоизвестного Тима Бреснана и известного всем Джона Брезенко в супертяжелом дивизионе Arnold Classic, став единственным армрестлером старше 50 лет. Ричард так и продолжал свое доминирование вплоть до 2010 года. И первое поражение Ричарда началось от всем известного армрестлера Девона Ларата на чемпионате Arm Wars, а с 2011 года Лупкас выиграл чемпионат ЮАО в супертяжелом весе на правую руку, но в середине того же года проиграл свой единственный титул ЮАО. Ричард Лупкас – трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе с 1988 года по 2011 год. Выступая на вендеттах, Ричард был в восторге от хорошей организованности и хорошо поставленном турнире. По словам Ричарда, борясь с различными чемпионами, ни разу не чувствовал такую мощь рукоборцев, как испытывал при встрече на вендетте с Андреем Пушкарем и Денисом Цыпленковым. Чувство саморазвития смотивировало его остаться в этом виде спорта навсегда, то есть армрестлинг стал частью его жизни. Ричард рассказывает, как-то раз звонит его друг и говорит, что Сильвестр Сталлоне снимает фильм про армрестлинг под названием «Изо всех сил» и что им нужно принять участие в кастинге, на что Ричард охотно согласился. Но приехав на место, выяснилось, что на кастинг приехали тысячи человек, и чтобы пройти отбор, нужно бороться в турнирах за лидерство тысячи армрестлеров со всего США и Канады. Но Ричарду удалось прорваться, заняв третье место, проиграв монстру армрестлинга Эдду Арнольду и, конечно же, Джону Брезенко, который, кстати, и выиграл турнир Over the Top, забрав тот самый призовой грузовик. Тогда на том турнире обязательным условием было иметь водительское удостоверение и входить в общество водителей грузовиков, которое как раз и было у Ричарда, ведь на кону была фура с прицепом Volvo стоимостью $250 000. В 1986 году, когда проходил чемпионат, это были нереально огромные деньги. Это был грандиозный турнир, который остался в памяти на всю жизнь и смотивировал тысячи людей заняться армрестлингом. Сегодня Ричард Лупкас также занимается борьбой на руках и регулярно посещает спортзал. Конечно же, его желание продолжать выступать на мировых чемпионатах по армрестлингу. Внешне Ричарду не дать 63 года, так как выглядит он максимум на 50, а чувствует себя, по его словам, еще моложе. На этом мой выпуск подошел к концу. Оставляйте комментарии, жмите лайки и не забывайте нажать красную кнопку подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и до новых встреч!